такая милая. Тебе еще сюда в ноздрю что-нибудь. Здравствуйте! Всем привет! Меня зовут Снежа, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я снимаю видео про белые волосы. Специально для этого я в парике. И мне хотелось бы с вами обсудить эту очень важную тему, которая беспокоит практически, мне кажется, каждую третью девушку. Как же покрасить волосы в белый цвет? Изначально для того, чтобы добиться максимально светлого цвета волос, нужно волосы обесцветить. Обесцвечивание — это достаточно агрессивная процедура для волос. И, к сожалению, иногда недостаточно сделать только одно обесцвечивание. Изначально у нас от природы очень разные волосы. У кого-то они более темные, у кого-то более светлые. Но, к сожалению, тот момент, связанный с тем, какого цвета ваши натуральные волосы, не всегда определяет то, насколько легко волосы будут обесцвечиваться. Вот здесь у меня есть пример огромного количества обесцвечиваний, то есть здесь 1, 2, 3, 4, 5 обесцвечивание и результат, который вы можете наблюдать. То есть даже на 4-е обесцвечивание у нас не было достаточно светлого результата, чтобы сказать, что волосы максимально белые и светлые. И также здесь есть тест пряди с натуральными, достаточно светлыми волосами, и здесь немного попроще с точки зрения результата, да, и, конечно, чем более светлые волосы, тем больше вероятности того, что вы за 2 обесцвечивания сможете добиться максимального светлого фона осветления. Мне бы хотелось сказать, что не всегда необходимо обесцвечивать волосы до максимально белого, чтобы они таким цветом оставались. То есть существует огромное количество разных средств для нейтрализации желтизны, чтобы можно было сделать волосы не желтыми, а более белыми. К сожалению, когда мне было 14 лет, и я обесцвечивала волосы самостоятельно, я столкнулась с историей, что я думала, что волосы нужно именно обесцветить до белого, чтобы они были вот такого цвета, как потолок, либо как побелка, либо как белый снег. Все мои попытки обесцветить волосы до бела закончились тем, что мои волосы покинули чат и ушли в мойку, в смысле в канализацию. То есть я пока смывала свою челку, которую я обесцвечивала, она просто тупо оборвалась, оторвалась и испортилась. Еще мне бы хотелось снова рассказать вам о том, что если ваши волосы были ранее окрашены, для тех, кто уже на меня давно подписан, их уже вот эти тест-пряди, мне кажется, вот здесь вот. Потому что я постоянно их показываю, постоянно про них рассказываю. Суть в том, что первая прядь — это прядь натуральных волос. Вторая прядь — это прядь, которую один раз обесцветили, и до этого ничего не применяли на этой пряди. Это прядь волос, которая была окрашена тон в тон, потом более темный цвет, безаммиачным красителем, на минуточку. И, соответственно, здесь красители прямого действия. Если вы, ребята, когда-нибудь, и девчата, красили свои волосы хоть чем-то, то все. То есть ваши натуральные волосы теперь не имеют статус натуральных. Даже если вы использовали краситель прямого действия, во время обесцвечивания у вас что-то вылезет. То есть если вы аргументируете то, что да я вообще-то красилась даже не краской, это была оттеночная пена, оттеночный бальзам, оттеночный шампунь, это все равно может остаться в ваших волосах. Суть в том, что вы никогда не получите максимально светлого цвета волосы, максимально белый фон осветления, если ваши волосы были ранее окрашены. Это просто факт. И если вам какие-то мастера обещают, что они вам сделают магию, тут все-таки в большинстве случаев есть вероятность, что это все такое, знаете, это не так. Короче, если ваши волосы были ранее окрашены хоть чем-то, нужно сначала сделать тест-прядь, и только после того, когда вам сделали тест-прядь, можно о каких-то результатах более внятно говорить. Еще мне хотелось бы показать вам тест-пряди волос, которые были обесцвечены на 3% оксиде с порошком, и результаты, фона осветления. Просто суть в том, что здесь такие же результаты, то есть, видите, волосы абсолютно разного цвета и абсолютно разный результат обесцвечивания одного обесцвечивания. То есть у одной девушки будут темные волосы, ей обесцветят волосы, и за одно обесцвечивание они добьются максимально светлого фона. Кому-то сделают одно обесцвечивание и будет темный фон осветления. Все зависит от многих факторов. К сожалению, здесь наверняка сразу до окрашивания нельзя сказать, какого цвета ваши волосы будут после обесцвечивания. Факт в том, что чем темнее волос, тем действительно может быть сложнее добиться максимально светлого результата. Что вам нужно знать про белые волосы прям как бумага? Это, конечно, очень сложная история с точки зрения носки. Как известно многим, блонд — это самый дорогой
дорогой цвет. Почему? Потому что волос пустой, и если за ним должным образом не ухаживать, жить он будет у вас буквально, ну, не знаю, полгода максимум, и у вас будут определенные длинные волосы, которые не будут отрастать супер длинными и красивыми. Если вы выбираете блонд, и если вы натуральная брюнетка, то, конечно, тут очень много есть разных техник окрашивания, растяжки и прочее, что может помочь вам не делать обесцвечивание корней там раз в 1,5-2 месяца. То есть есть просто определенные виды окрашивания, которые делают более плавный переход от корней к длине. Но зачастую, если вы выбираете Total Blonde, как вот на мне, да, сейчас парик, то это, конечно, это постоянный уход за волосами с точки зрения средств, определенных средств. Это постоянная ходьба в салоны красоты, чтобы вам корни постоянно обесцвечивали. То есть это очень сложная такая история, к которой нужно относиться очень ответственно. И если вы просто хотите обесцветить волосы, и вы никогда их не красили, ничего с ними не делали, то, скорее всего, Total Blonde будет для вас очень сложный, потому что через 2-3 месяца вы столкнетесь с тем, что волосы будут очень сухие, ломкие, и они будут не того цвета, который нужно. Подведем итог по тому, что я сказала. Чтобы добиться максимально светлого цвета, приближенный к белому. Почему приближенный? Потому что нам необходимо использовать специальные средства для нейтрализации желтизны, а это специальные оттеночные там шампуни, бальзамы и прочее, которые, опять же, нельзя применять слишком часто. Если ваши волосы были ранее окрашены в какой-то цвет либо оттеночным кондиционером, либо краской, вероятность того, что вы получите белый цвет, очень минимальна. Надо делать тест-прядь, и после тест-пряди уже определять то, насколько реальный результат. А чтобы носить красивый, чистый блонд, необходимо сразу понимать, что вам придется потратить огромное количество денег на уходовые средства, чтобы волосы оставались с вами на протяжении длительного промежутка времени здоровые, красивые, блестящие, не ломкие, и чтобы все с ними было хорошо. Очень многие думают, что для того, чтобы добиться максимально светлого фона осветления, необходимо работать на очень агрессивных продуктах, и берут обесцвечивающий порошок, смешивают его с 9-12% оксидом. Действительно, есть варианты, когда такие высокие оксиды используются для работы с обесцвечиванием, но я настоятельно рекомендую вам, особенно если вы экспериментируете дома, у меня же контент разный, да, для мастеров и для людей, которые в принципе интересуются волосами и процессами окрашивания. Да. Я настоятельно не рекомендую вам использовать высокие оксиды. Высокий оксид не гарантирует вам более светлый результат. Это 100% будет более агрессивное воздействие на волосы, и, к сожалению, агрессивное воздействие не всегда можно проконтролировать, и вы можете легко упустить тот момент, когда ваши волосы уже готовы, и вы можете нормально смыть обесцвечивающий порошок и сделать нормальный качественный блонд. Все в основном, кто красится в домашних условиях, все забивают на время выдержки, на контроль волос во время осветления. Очень часто люди не додерживают, потому что боятся, что волосы повредятся. Короче, на мой взгляд, Total Blonde чистый, прям качественный, это вариант не для самостоятельного окрашивания, потому что самостоятельно в зеркале это сделать максимально сложно. Если среди вас есть такие люди, которые делают себе Total Blonde и все у вас круто, это замечательно. Скорее всего, вы не натурально темная брюнетка. А если вы натурально темная брюнетка, у вас чистый блонд, то я вас поздравляю, вы уникальный человек, вы можете выписать себе диплом парикмахера и поучать всех, не знаю, мастеров, которые работают в окрестностях, и говорить им о том, что я вообще-то могу сделать Total Blonde сама себе в зеркале в ванной. Это именно с этого начинается путь к парикмахерскому искусству. Я за всю свою жизнь встречала только парочку людей, у которых были белоснежные волосы, прям как стена или как штукатурка. И это были натуральные блондинки, которые еще дополнительно обесцвечивали волосы. То есть, как правило, те девчонки, которые имеют свой натуральный, очень светлый оттенок, они, как правило, не красятся, их волосы очень часто выгорают на солнце. Я к тому, что белые волосы существуют, но в том формате, который вы чаще всего встречаете в интернете, это либо парик, либо фотошоп. И это очень грустно, потому что есть большое количество мастеров, которые выкладывают свои работы нечестно. И как-то берут, добавляют определенного вида обработку, чтобы сделать свою работу более белой. И вот этот белый цвет волос, как такой вот, мне кажется, что даже вы сейчас на меня смотрите, и вы наверняка думаете о том, что это не белый цвет. Он же не белый, как бумага. Потому что есть, допустим, синтетический парик, который белого цвета, и он будет реально белый, но он будет
опять же, иметь свой определенный отблеск синтетического парика. Но есть, кстати, белые парики матовые, но так или иначе они все равно синтетические. Это все к тому, что вам нужно действительно, вот вы хотите цвет волос, там белый либо серый. Вы когда-нибудь вживую видели кого-нибудь с таким цветом, который вам вот прям понравился бы? Я, допустим, мы тут красили девчонок в белый, в серый цвет. Он все равно более естественно натуральный. То есть нет такого, что он прям как бумага белая. Такое очень редко бывает. И действительно, к сожалению, в нашей стране девчонок, у которых пигментов в волосах достаточно, чтобы их обесцветить и чтобы сделать именно прям белый, очень мало. И это очень грустно. Нельзя сильно злоупотреблять средствами для нейтрализации желтизны. Если вы пользуетесь каким-то средством, и оно желтизну вам не нейтрализует, возможно, у вас недостаточно светлые волосы для того, чтобы нейтрализовать желтизну. Это самая частая проблема. Вы используете шампунь, а он не дает никакого эффекта. Значит, у вас слишком желтые волосы. Значит, их нужно еще больше обесцвечивать. То есть обесцветить волосы до максимально светлого, это не значит, что вам нужно нанести средство для обесцвечивания только один раз. Возможно, это нужно сделать много раз. Давайте так. Вы сейчас напишите какие-то свои вопросы под комментариями. И, возможно, я сделаю еще одно видео про белые волосы, но мне кажется, что основные моменты я проговорила. Очень много болтовни в этом видео. Надеюсь, оно было вам интересным. Пишите свои вопросы в комментариях. Всем пока!